И всем привет! Вы на канале Польза.нет Лайв. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом iQOO 13. Как всегда, это 100, по-моему, 7-й обзор одним кадром. Вы видите, как работает его основной модуль. В данном случае мы можем еще переключаться на ультраширик, на телевики X2. Но самое важное — это основа. И повторяюсь, что этот контент настроен на то, чтобы когда вам рассказывали, что у них какая-то новая суперская камера, супер алгоритмы и все остальное. Кстати, сейчас отключена функция усиления голоса. Вот сейчас я ее включил. Вы должны четко понимать, что вот так это будет выглядеть. На последние 3 года я вот так в лифте катался, и можете примерно сравнить. На улице в лифте микрофоны, смотрите по каналу, подписывайтесь с колоколом, не забывайте. И давайте начнем с айкушки. Это псевдофлагман. Почему псевдо? Потому что у флагманов есть характеристики, помимо защиты от влаги, саварикап, есть еще и, допустим, беспроводная зарядка. Она здесь отсутствует. Для примера. Помимо этого, есть определенные моменты по поводу камер. То есть, хотя вам, возможно, эта камера нравится, но бывалые, те, кто разбираются в том, как это все должно выглядеть, и то, как может писать съемку флагман, они видят, что здесь что-то не так. Что-то не так и в спеках тоже, допустим, тех же 4К 120 FPS здесь нет. И как вы заметили, iQOO 13, вы сейчас смотрите обзор, есть на глобальном рынке, есть в китайской версии. Железо на 100% идентично, я сейчас снимаю на китайскую версию. Все, кто предполагает, что для 1,5 миллиарда китайцев, которые являются, в принципе, основной аудиторией данного бренда, они делать будут смартфоны хуже, очень сильно ошибаются. Вот, то есть, да, у них отличие фантача операционок, но есть уже сравнение на YouTube по кастомизации. Кастомизация у китайской версии выше. Мы об этом не будем. Напоминаю, что всех, кого интересует полная информация о данном устройстве, обязательно смотрите полноценный обзор мой. Он обычно структурирован. Других блогеров, да, там есть моменты кручу-заверчу, обмануть хочу, потому что никакой какой-то супер-мега стабильности здесь нет в этом устройстве. Если, опять же, хлопать в ладоши и кричать, как я, в принципе, люблю кричать, и когда я на iQOO 13 делал обзор, я также и кричал, что здесь есть обходная зарядка. Что это значит? Ты можешь заряжать смартфон, минуя аккумулятор, и играть параллельно. Да, но то же самое есть в iQOO Neo 10, обзор на который уже на канале, и он стоит $300. И на секундочку, а почему тогда iQOO 13? Вот сейчас мы постараемся выяснить, почему. К флагманам относить, повторяюсь, я его не буду. Это субфлагман, возможно, они выгрузят еще Pro-версию для своего рынка. Vivo, iQOO примерно одна и та же контора саварикап. Вот, а Realme, Oppo, OnePlus это уже другая контора сейчас, вроде бы. Во всяком случае, PPK разделилась, так что начнем с этого смартфона. Для начала, существует версия за 50 тысяч, вот она, основа модуль, ультраширик X1 и X2, основа. И существует версия за 100 тысяч. В чем разница? В том, что за 100 тысяч вы покупаете глобалку, и там появляется 20-й бенд, а за 50 тысяч вы покупаете китайскую версию. Сейчас, по-моему, 60 тысяч ввиду того, что курс у нас не радует, скажем мягко. Смотри-ка, усиление голоса включено, напоминаю. И давайте потихонечку. Первое. Да, разумеется, с ним 120-ваттная зарядка идет, чехол. Да, Realme и PPK нам представляли 300-ваттные зарядки, но в итоге почему-то начинают, наоборот, зарядки становиться 120-ваттными, 80-ваттными, аккумулятор становится больше. Все это объясняют тем, что не хотят запихивать более объемный контроллер, и производители работают над тем, чтобы смартфоны имели большую батарею, и им это интереснее. Хотя, с другой стороны, мы можем сказать, что это большая автономность, но так как эти Snapdragon 8 Elite, который здесь запихан, он ест очень много и довольно быстро он разряжается. Но не будем об этом тоже, потому что, повторяюсь, конкретные цифры, результаты тестов смотрите в моем полноценном обзоре, и не только моем, и делайте выводы. Я сейчас вам рассказываю в общем, и плюс вы видите, как камера в стандартных для смартфона условиях, в которых я тестирую все смарты, отрабатывает. Так вот, заряжается он у меня за 35 минут, должен за 30. Только по кабелю. К сожалению, вот такая вот жизнь.
Если говорить про какие-то эпичные моменты, у него есть IP68, IP69, защита от влаги, я его топил в бассейн, я его не в бассейне, по-моему, топил, я, в общем, где-то его топил, он не утонул, по-моему, я его топил. Посмотрите полноценный обзор 99%, потому что вряд ли бы я его оставил в покое. Вот, если говорить про возможности BBK, на 100% ли у вас не утонут смартфоны этого бренда Vivo X100S, как мне говорят, какого лешего ты все время напоминаешь? Ну, потому что когда у тебя смарт IP69K и он тонет, тебе хочется каждый ролик напоминать, что какого Vivo. Вот, так что относитесь к этому исключительно с точки зрения, если не утонуло, то повезло. Потому что защита у них бывает, как у всех, не отрабатывает. Но надеяться на это дело можно. Следующий момент. По поводу беспроводной зарядки я уже сказал, что ее нет. Экран плоский, грани прямые, это удобно. Супер лайф, супер вещи здесь две. И это не процессор Elite, который не особо здесь. Здесь он стабилизирован, но лучше и оптимизирован, чем Realme GT 7 Pro, обзор на который тоже был на канале. Но барабанная дробь. Мало того, что он оптимизирован, у него здесь есть у этого смарта индикатор уведомлений, притом довольно большой диод. Было бы нереально круто, что этот диод бы был совмещен с а-ля вспышкой. То есть, да, у вас есть диод индикации, да, вы можете видеть, что приходят сообщения, но, к сожалению, использовать как вспышку это дело нельзя. То есть, по большому счету, здесь две суперсилы. Первая у этого смарта — это обходная зарядка, что есть в Neo 10 за $300. Окей, там 320. И второе, это, разумеется, то, что у него есть индикатор уведомлений. Потому что во всем остальном флагманы плюс-минус одинаковые, ну и плюс довольно простые сенсоры. Так, сейчас я сделаю так, чтобы никто не попадал у меня в кадр. И вот так вы сможете снимать солнце. Ультраширик X2 и основа. К сожалению, никак вы не сможете себе сделать так же, как и в Samsung, чтобы снимать 4К 60 FPS сначала на основу на фронталку, на ультраширик с основы все переходит. Прыжки с телевиком какие-то лютые, я об этом рассказывал в ролике. Я считаю, что ПО пока не допилено. И стерео здесь хорошее, вибра отличная. Что еще из интересного у iQOO? Довольно посредственные камеры. Повторяюсь, что фото, да, как мне уже писали, примеры фотографий в моей личной телеге можете посмотреть. В RAW формате он прилично фотографирует. Но все, повторяюсь, это дело, в моем понимании, очень сильно смазано ценой. Потому что я сейчас напомню, вот помимо всех этих цифр, Elite там, UFS 4.1 память, еще что-то там, система летает, кастомизируется неплохо, там, количество иконок, все это как, ну, в каком-то смысле ТЗшка. То есть программное обеспечение меняется постоянно, вы увидите сейчас одно, увидите завтра другое. И вполне возможно, он даже и работать будет чуть хуже. А по поводу сенсоров, они говорят, что мы вот за счет алгоритма ПИ чего-то там дотягиваем. Я не знаю, что они где дотягивают. Я сравнивал его с 14T со смартфоном, и я бы не сказал, что разница в 2 раза. Что он там 14T ушатывает в 2 раза. Вообще нет. Это раз. И второй немаловажный момент. Я его, кстати, буду сравнивать с Redmi K80 Pro. Сейчас 5 секунд, покажу вам его. Главное вот здесь мне пройти. Мы его уже жарили на канале Польза Стрима. По съемке. И ну, iQOO неплох. Но я прям не скажу, что он рвет его по полной программе. У Xiaomi сейчас вообще какой-то бред. Они пошли по пути контраста, я считаю это так. То есть, если Vivo iQOO рисует довольно прилично, притом все подряд. А Xiaomi аппараты вроде и снимают неплохо, но выкручивают контраст, как Huawei. И у тебя тоже от натурального ничего не остается. Так вот, смазало все, цена. Когда Realme, более-менее ликвидный бренд, стоит 100, там не сколько, они 90, по-моему, этот 100 какого-то лешего. Да, он лучше Realme, но в каких-то моментах, не во всех. И когда китайская версия точно такая же, там просто нет 20-го бенда, да, она может быть гипотетически заблокирована, но iQOO пока не блокировали. То есть из всего бывшего бренда BBK, Oppo, Realme, OnePlus блокировали китайские смарты. Вот для примера, Neo 7
мне сейчас посылали от Realme. Неделю разблокировал продавец. Что он там делал? Просто симку вставлял, или коды какие-то вставлял, или какие-то заводские разблокировки, я не знаю. То же самое, по-моему, Палас долго и разблокировали. Вот, и не это по большому счету важно. Важно по большому счету то, что смартфон своих денег, если вы его купили за $500-550, однозначно стоит. Штуку он не стоит 100%, потому что есть S24 Ultra, который стоит дешевле, лучший во всем. И ты смотришь на этот рынок и не понимаешь, iQOO на данный момент никто. Да, понятно, вы меня смотрите, я вам безумно благодарен. Я покупаю все их китайские трубки. Но это как и с Realme. Почему мы их покупали? Потому что дешево. Потому что железо топовое, ПО нормальное. И за эти деньги можно мириться там с настройкой оповещений этих китайских. Там со 144 герцами, которые ты нигде не увидишь. Их надо разлочивать какими-то там паролями. Иногда не работают, иногда нет. И потом, соответственно, они где-то работают, где-то нет. Это 4D вибрация, которая работает только в двух игрушках, которая вполне возможно тебе будет не нужна. И еще много таких особенностей. Так вот, пришли на рынок, хорошо, но сделали бы хотя бы 75. За 75 я бы, скрипя зубами, сказал бы, блин, круто, молодцы, бежать покупать. Но сотка это минимум на 25%. Понятно, что им надо рекламу как-то отбивать, еще что-то. Но я говорю, YouTube или вообще любые другие платформы, которые работают, они благодаря этому их раскачивают, они просто не видят. Делай хорошие трубки задешево, про тебя будут бесплатно рассказывать. От того, что ты потратишь там миллионы, десятки миллионов на рекламу, и люди увидят, ну, нормальное железо, цена бешеная, что у человека в голове останется? Нужно заходить на рынок, закидывать его дешевыми железками, хорошим качеством, а потом уже поднимать цены потихонечку. Но опять же им виднее. Наверное, они знают лучше. Я, во всяком случае, этого не понимаю и не принимаю. 100 штук это оверпрайс вообще лютые. 50 тысяч отличная трубка. Вот за 50 штук, что бы я ни говорил, какой бы здесь сенсор не был, если вам нужен диод индикации и обходная зарядка, у вас альтернатив просто нету. Флагман, насколько он флагман? Ну, насколько-то он флагман. Лучше ли он себя ведет в ПО сейчас, чем GT7 Pro? Да. Как альтернатива, и он точно не в 2 раза хуже, это Neo 10, который в 2 раза дешевле. Так что так. Поэтому от меня девайсу однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо, что смотрите. Надеюсь, все, кто смотрит, поставят лайк и напишут хоть что-нибудь, потому что YouTube еще больше замедляют. И во всяком случае, рано или поздно на подобном максимально тупом тесте в плане, ну согласитесь, идея проста, но уже выборка хорошая. То есть 100 смартфонов в одинаковых условиях снимают одно и то же лицо. И вы видите, как прыгает баланс белого, как отрабатывает стабилизация 4К 60 FPS. То есть все вин-вин. Я получаю просмотры, вы получаете контент для того, чтобы делать выбор, покупать что-то или нет. Напоминаю, что на канале розыгрыш Poco X6 Pro на основном ежемесячно. И iPhone 16 я разыгрываю вот на Новый год. Один раз в год не буду говорить, неизвестно, что будет в следующем году. Огромное спасибо за просмотр. Повторяюсь, девайсу за $500-550 однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.